Всем привет, с вами Гнект, и это вторая часть по созданию фан-игры про Соника в Construct 2 на фреймворке Cosmic Framework Reboot. Я сразу скажу, что в прошлой части я забыл кое-что рассказать, а именно я забыл рассказать, как создавать мосты. Ну и ничего, я сейчас расскажу. Ну, для этого давайте мы, пожалуй, увеличим уровень. Тут у меня уже открыт свой Solid Tiles. Я, пожалуй, перетащу немного барьер этот. Вот где-то вот так вот сделаю. Кстати, я немного приболел, поэтому если я буду немного кашлять или типа будут ну вот так вот это вот слышно, то измените. Давайте я увеличу уровень, наверное, именно ширину с 2500 до 3500. Я думаю, этого будет достаточно. Делаем вот так вот. Здесь я ставлю. Давайте теперь мы еще увеличим воду. Для этого мы создавали отдельный слой с водой. И для того, чтобы воду нормально сделать, нам надо сделать опять сетку 8 на 8. Кстати, я вот сюда нажимаю для того, чтобы сетка нормального стала. Потому что если я, допустим, здесь поставлю 16 и нажму сюда, то, как видите, здесь возвращается 8. Поэтому, когда вы ввели все значения, нажимайте на вот это вот место. Для того, чтобы все заработало. И теперь нам надо расширить воду. Все, с водой мы закончили. Но мы сетку 8 на 8 оставим. Давайте я только сейчас скопирую эту платформу небольшую. И где-то вот так вот сделаю. И затем открою слой Items и Gimmicks. И перетащу сюда табличку. Все. Теперь мы этот слой оставляем, потому что на этом слое надо будет делать мосты. Теперь берем, получается, сначала этот объект с ID 0. Копируем его. И вставляем. Почему сетка должна быть 8 на 8? Потому что сейчас вам покажу. Вот сделаем сейчас сетку 16 на 16 для того, чтобы я вам показал. Потому что если мы будем делать вот так вот, хотя, в принципе... все, я понял, в чем проблема будет. Видите, мы сюда, типа, поставили по клеткам. И поэтому... давайте я сейчас покажу. Если мы, допустим, сделаем вот так вот, то... Вот. Как вы можете заметить, мы никак не сможем нормально сделать. Поэтому я рекомендую вам делать сетку 8 на 8. Ну, как вы видите, я тут не туда нажал, и все, и сетка не так стала. Так, и вот этот, получается, объект с ID 0 мы ставим и сюда еще. Затем копируем объект с ID 1. И вставляем. И сюда, и сюда. А теперь нам нужны только объекты с ID 2. Копируем. И вставляем. Если вы нажмете случайно 2 раза, то у вас может открыться редактор спрайтов. Но его, в принципе, можно закрыть без проблем. Как вы можете заметить, тут у меня 2 лишних клетки. Поэтому я сделаю вот так вот и немного расширю вот эту платформу. Все. Теперь давайте проверим, как работает наш мост. Получается, тут есть такой баг, что если вы сильно будете бежать, то есть шанс того, что
вы не полетите вперед, а просто остановитесь и упадете. Надо будет сообщить об этом автору. Но, как видите, мост работает. Так, все, ладно. Теперь мы приступаем к основной части этого видео. А именно делание уже полноценного уровня. Это лишь макет уровня. А теперь мы будем делать его полноценным. Так как мы теперь будем добавлять уже все объекты. Допустим, землю, декорации, фон и так далее. Но в этой части мы добавим фон и сделаем уже землю, по которой мы будем ходить. Для того, чтобы добавить землю, надо создать... Ну, я рекомендую вам создать отдельный слой для этого. Пока что его перетащим, выше слоя Solid Tiles. Tiles, точнее. Назову его я L-TileMap. Извиняюсь. Все. Теперь добавляю я TileMap. Назову его, допустим, вот так вот. Сокращенно Green Hill Zone. Так, сейчас я немного не в той папке. Вот. Загружаем этот TileMap. Ссылка на TileMap и на все объекты, которые мы будем использовать в этой части, будет в описании. Все, мы добавили TileMap. Сразу надо будет сделать настройки некоторые, а именно где высоту и ширину тайла надо сделать не 32 на 32, а 16 на 16. Также рекомендую вам немного увеличить TileMap. Потому что иногда бывает такое, что здесь просто не хватает поставить еще тайлов, и поэтому я рекомендую вам увеличить. Все. Теперь немного по тайлам пробегусь. Получается, с курсором вы ничего не можете делать. Если вы выберете ручку, то вы можете, получается, уже выделять несколько объектов и их расставлять, в принципе. Ну, допустим, вот так выбираете и вот так вот делаете. Квадрат — это вы выбираете один объект, и вы можете вот так вот растягивать, как хотите. Ластик позволяет стирать тайлы. Ну, если вы хотите стирать больше тайлов, вы можете выбрать определенную область в тайлмапе, и, как видите, я стираю намного больше. Вот, я могу вот сейчас так сделать. Возьму ластик. И вот, наглядно. Все. Ну, также, оказывается, тут можно переворачивать тайлы. Об этом я не знал. Вот, допустим, я сейчас вам покажу. Вот в следующей версии TileMap, так как в новой версии движка появятся новые объекты, я буду TileMap доделывать. И я уберу некоторые лишние объекты. Сразу покажу, типа, как можно тайлы переворачивать. Вот, допустим, вы, не ставите. Ставить не надо. Вот выбрали определенные тайлы. Затем, допустим, нажимаете здесь «Отразить по горизонтали». Вы видите, отразилось. Выбираю, и оно вот так ставится. Это довольно удобно, в принципе. Также это отражение по вертикали. А если вы сделаете вот так вот, то у вас и по вертикали, и по горизонтали. И вот так вот вы, в принципе, можете делать. Также, тут я в тайлмапе собрал вроде бы все объекты. Сейчас я расскажу, как им пользоваться. Вот, допустим, когда вы сделали тут небольшой участок земли. Так, я тут него немного криво сделал. Я хочу его ровным сделать. Вот так вот. Затем вы берете, получается, один тайл и вот так вот расширяете. Ну и еще вот здесь вот. Все. Тут есть объекты для декорирования вот этой вот нижней части. Вы можете ее, в принципе, вот так вот выбирать. Так, но у меня тут квадрат стоит, поэтому я не могу. Вы можете вот так вот сделать. Если вы хотите, допустим, увеличить, вы можете вот так вот сделать.
Так, я выбрал немного больше тайлов. Иногда вы можете случайно выбрать 2 тайла вместо одного. Но тут нельзя увеличить, к сожалению, области, где нужно тайлы выбирать. Это было бы очень удобно, но, к сожалению, так нельзя делать. Но вы можете, в принципе, увеличить здесь основную область, в которой вы делаете все. Так вот вы можете сделать. Также вы можете сделать вот так вот. Если вы хотите побольше сделать, то вы можете вот так вот делать. Тут посередине ничего вставлять не надо. Также вы еще можете делать вот так вот. Вы можете комбинировать и вот эти вот, и вот эти вот. Так, я случайно не так сделал. А потому что я просто случайно выбираю 2 тайла вместо одного. Вот так вот можете сделать. Тут есть все объекты. Вы, получается, если вы не хотите переворачивать, то, в принципе, в этом тайлмапе вы можете выбирать все варианты этих объектов. Именно перевернутые, не перевернутые. Но я предупредил, когда выйдет новая версия фреймворка, я в тайлмап добавлю новые объекты и уберу просто лишние, чтобы тайлмап весил меньше. Ну все. Давайте я тогда поставлю запись на паузу и доделаю тут уровень. А потом, когда уже доделаю уровень, я потом еще расскажу про кое-что. А пока что я поставлю запись на паузу. Все, я закончил, но как вы можете заметить, в этих местах я не доделал. А почему я не доделал? Сейчас я про это и расскажу, потому что если я буду вот делать вот так, вот здесь наглядно это будет видно, то трава будет пропадать. А если я, допустим, захочу сюда поставить траву, то, как вы видите, вот здесь. И для того, чтобы это исправить, мы будем немного делать по-другому. Кстати, вот эти вот вещи я решил не делать, ну, просто я не вижу в этом смысла тратить на них время. Это вы уже для себя можете делать. Я показал, в принципе, как их делать. А теперь давайте мы создадим новый tilemap, который мы назовем. Его поместим под... Ой, tilemap, блин, не tilemap, а слой, который мы назовем L tile потому что мы будем использовать tile бэкграунды. И давайте мы теперь добавим tile бэкграунды. Так, я случайно слой закрыл. Добавляем первый tile background. Назову его вот так вот. Ну, не блок, наверное, а tile, но будет вот так вот. Так, теперь добавляю. Загружаю этот. Делаю ему размер 16 на 16. Копирую, чтобы потом было легче вставлять. И вот так вот расширяю. Затем Ctrl-C, Ctrl-V. И еще сюда. Все, теперь мы добавляем второй tile background. Назовем мы его вот так вот.
И загружаем уже этот тайл. Также ему делаем размер 16 на 16. Копируем для удобства. И расставляем уже в этих местах. Но здесь, в принципе, и одного тайла хватит. И добавляем третий тайл background. Но как вы можете заметить, тут еще есть четвертый тайл background, но это уже для локаций под низом. Но я их не делал, поэтому я его добавлять и не буду. Добавляем этот тайл map. Ой, не тайл map, тайл background. Я его вроде бы никак не назвал, да? Да, я его никак не назвал. Давайте я его переименую. В XZ3 тайл. Все. Делаем ему размер 16 на 16. Я не скопировал, когда он был 16 на 16. Ну ладно, все равно размер уже не такой большой, поэтому, в принципе, ничего страшного. И ставим сюда. Все. Если так посмотреть, то уровень весь готов. Давайте мы еще сделаем платформы, как в Green Hill. Для того, чтобы их сделать, надо... Так, они находятся в слое твердых объектов, поэтому мы открываем этот слой. Так, подождите еще. Надо сначала добавить в этот объект кадр. Загружаем этот объект. И делаем ему коллизию коробки. Именно на этом кадре. И стараемся ее сделать ровной. Все, я ее ровно сделал. Теперь получается, где Initial Frame мы выбираем 1. И ставится уже этот кадр. Также мы делаем и здесь. Запись идет? Да, запись идет. Загружаем. Делаем коллизию коробки. И также делаем. Так, здесь ровно. Все. Закрываем. И также делаем кадр 1. Все. Только теперь нам надо еще сделать тут кое-что. Нам надо сделать так, чтобы анимация, скорость анимации была 0 и у того объекта, и у того. Для чего, спросите вы? А для того, чтобы, допустим, если бы... Ну, сейчас объясню. Если, допустим, мы бы делали бы несколько зон, у нас бы было бы тут несколько кадров. И того, по факту, устанавливалась бы всегда бы платформа из последней зоны, потому что тут есть скорость кадров. А так, если скорости кадров нет, то... Автосейвинг, ладно. Так, если скорости кадров нету, то... Следовательно, будут оставаться такие кадры, какие мы установили. Давайте также добавим фон, только он сейчас будет некрасивый. В следующей части мы его уже сделаем анимированным. А пока давайте добавим фон. Только давайте мы его добавим на свой бэкграунд. Так, мы будем добавлять свой фон, поэтому можем вот эти вот типа ромбики удалить. Вот теперь можно добавить бэкграунд. Назову его GHZ-BG. Сокращенно. Green Hill Zone Background.
И теперь вот загружаю вот этот вот файл. Как вы можете заметить, здесь вода, она фиолетовая. Это нужно для того, чтобы можно было в будущем сделать анимацию водопада. Потому что если так не сделать фиолетовым, а сделать как обычная вода, то анимация воды будет багаться. Ибо я это уже проверил на себе, когда делал тестовый уровень на этом фреймворке. Также еще надо в настройках этого слоя сделать параллакс. Так как он здесь стоит 0,0, потому что здесь эти ромбики двигаются, мы сделаем параллакс 0,2. Все. Давайте запустим, посмотрим на параллакс фона. Так, уровень запустился. Так, я случайно нажал на D, потому что думал, что типа сейчас на VSD поиграю, но тут управление VSD пробела нет, к сожалению, тут только стрелки. Но я могу, в принципе, снять дополнительный гайд о том, как добавить управление VSD. Но, как вы можете заметить, тут есть, где вот эти вот спуски, такие вот немного видимые объекты, которые мы использовали для создания макета уровня. Также фон не анимирован, но это, в принципе, не удивительно, зато есть параллакс. Кстати, тут еще вы можете заметить на спирали такой баг есть, но это я уже покажу в третьей части, как это исправить. Вместе с этим, когда видно вот эти вот объекты. Ну все. Но я это уже не буду делать в этой части, так как эта часть идет уже слишком долго. Но если вам понравился этот гайд и вы хотите еще гайды, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Также можете подписаться на основной канал, на котором я в основном стримлю, но в последнее время я там решил тоже почаще видосы снимать, но там тематика немного другая. Также можете зайти на Discord сервер, там можно, в принципе, пообщаться. Ну а на этом всем удачи, всем пока.